Хочешь поиграть в хентай-симулятор «Замужняя соседка, секс и кримпай» прямо рядом с ее мужем? А не пойти бы тебе нахуй! Разврат и секс мы здесь не одобряем. Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на весьма скудное положение на цифровой площадке Steam. Можно, конечно, как дурачок играть в симуляторы по типу Ready or Not, но только true ценитель не выкупит, что это лишь жалкая пародия на Police Shootout. О да, вы только зацените это меню. Сразу же хочется оформить отписку от моего канала. Стартую с тренировки, в которой инструктор Хэнк учит нас стрелять, а лейтенант шлет нас нахуй. Ready or Not явно берет за щеку по уровню геймплея. Думаю, всем зайдет перебегать с точки на точку, нажимая левую кнопку мыши. Вдоль побега выхожу в главное меню и стартую новую игру. Чтобы вы понимали уровень проработки этой игры, меню впилено в саму игру. Скипаем тренировку и к нам заваливается Давид Лето. Скипаем диалог и приступаем к первой миссии. Бандиты напали на супермаркет и держат заложников. Весьма жизненная ситуация. Расспрашиваю людей и захожу в магаз. Замечаю заложника, который сидит возле прилавка с яблоками, и вместо того, чтобы ебать по голове дурной и надеть наручники, как делают реальные спецназовцы, приходится сказать ему сидеть тихо и спросить, не видел ли он маленькую девочку. Если бы не задание, то я бы не спрашивал, кому не похуй. Забиваем на хрыча и вижу труп, подбежав к которому нас окликал первый преступник. Хотя похож он на любителя кокосового на миндальном. Побегав как идиот за ним, наконец-то делаю попадание в голову. Зацените, к чему приводят годы сидения за макбуком в Старбаксе. Эх, мы все же с ним чем-то похожи. Сообщаю о трупе, после чего, пробежав пару метров, натыкаюсь на еще одного преступника, который сбежал, видать, из тюряги онлайн. Чтоб вы понимали, этого Глэка не взял пулевой в голову, из-за чего пришлось поймать пулю. Со второго раза я его пристрелил, после чего сообщил в штаб. Возле отдела с полуфабрикатами нахожу Ричарда Токача, после чего он выбегает, и у меня через несколько шагов вылетела игра. Думаю, теперь вы поняли, что можно забыть про Ready or Not и Sweat 4. Ну а если вы хотите, так скажем, пострелять с долгого ствола, то рекомендую Снайпер Фури. Снайпить Фури никогда не было так просто, как здесь. Начало уже задает планку качества. С такой военной хроникой даже ваш прадед, который потерял хуй во время Второй мировой, поперхнется семенем. После загрузки файлов нас приветствует бородатый Нагиев и дает бонус в виде 3 лутбоксов и заставит пройти обучение. Если хотите его скипнуть, то идите нахуй. Отстреливаем ложков. В голову. И наш лысый начальник заставляет нас прокачать свое дуло, натянув на него глушитель. Но для этого открываем кейс. Качаем оружие, и нас заставляют выполнить еще одну миссию, в которой я знатно затупил. Как видите, я прицелился, и этот лысый хер просит тапнуть на иконку тепловизора. Но нюанс в том, что после моих попыток тыкать в монитор нихуя не случилось, а к тому же, если выйти из зума, то чтобы снова прицелиться, нужно перезапускать уровень, то наебался я с этим знатно. Но все же, нажав Q, тепловизор заработал. Убиваем очередного бедолагу и переходим к следующему уровню, в котором нужно определить двойного агента и, так скажем, утилизировать. Для этого нужно было использовать спутниковый указатель, но для него тоже нужно было найти нужную клавишу. А как вы поняли, в этой игре с этим есть проблемы. Опять постучав по клавиатуре, оказалось, что нужной кнопкой была единица. Убиваем Дебика, и нас отправят на первую миссию по защите какого-то мужика, который и сам с этим неплохо справляется. Но все же желание высвободить весь скилл игры с АВП было больше, и поэтому я перехуярил всех. После чего аналогичную манипуляцию мы должны провернуть, находясь уже с большего расстояния. Но труда это не составило. После этого мне наконец дали возможность полазить в меню, и первое, что меня заинтересовало, это магазин. Здесь всего за 99,99 центов можно приобрести 9000 рубинов. Чтобы добрый дядька Нагиев был рад и не закрыл эту ебучую игру как кухню. Но все же я оказался умнее, ведь первый закрыл этот кал и удалил с компьютера. Следующий огрызок создан именитым разработчиком Каримом Кумбасаром. Вот я в ахуе, как можно было назвать так человека? Игра в самом начале пугает меня своим долгим стартом, и желание упороться морфином растет с каждой секундой все больше. Но благодаря дисклеймеру с угрожающей музыкой я понял, что оскорбления и тем более придирки к этой игре разработчик не потерпит. И лично придет и зарежет всю мою семью. Нас встречает расплывчатое меню, на котором красуется наш главный
главный герой. Вот давайте честно, выглядит он как чмо ебаное. После запуска сюжета стартует ролик, в котором наше чмо и какая-то девушка держатся за руки на краю скалы, после чего стартует геймплей. Появляемся мы в параше, где можем увидеть, что разработчик не пальцем-то делан и усвоил Unity на 200%, ведь завез отражение. Отливаем, и параша приобретает новый вид. Тут мы узнаем, что главного героя зовут Питер, и он чмо. Выходим из параши, после чего понимаем, что разработчик явно любит баловаться веществами. Самолетик на ножках — это пик человеческой креативности. И идя по коридору и собирая записки под молитвой Кумбасара, находим последнюю. В этой записке Питер жалуется на мертвую мышь, которую ему подкинул Тед. После этого игра решила нас напугать скримером, где перед нами пробегает какой-то пиздюк, а с кабинета выходит хуй пойми что. Когда мы подходим, данная непонятная хуйня кувырком десантируется по ступенькам, а мы, спустившись следом, натыкаемся на решетку с очередной запиской. Взламываем замок, после чего ловим приход и оказываемся в хлеву. Открываем дверь, после чего следует весьма душный этап по нахождению ключа от замка. Вкратце, так нужно открыть все другие двери, после чего вилкой для сена разъебать все стоги сена и найти ключ. Открываем дверь, берем отвертку, после чего двери за нами закрывает этот осел и начинает угорать с нас. Открываем двери с помощью ранее найденной подковы, после чего снова взламываем замок и находим записку, в которой главный герой говорит, что батя закрывал его в хлеву за плохие оценки. Но весьма стандартная ситуация в мусульманской ячейки общества. Открываем следующие двери, за которыми ловим скример и переносимся снова в школу. После чего, следуя за летающим пердежом, заходим в столовую, где наш волоха булит задира Тед. Свет включается, а мы подходим к поварихе, берем поднос с блевотиной и при попытке посесть кому-то нас шлют подальше. Так что приходится найти незанятый столик, сев за который к нам подсела человеческая женщина. Она что-то рассказывала, но подошел Тед и уебал меня по голове. На этом моменте стоит пояснить, что вся игра — это флешбэк дебила под морфином, и мы по сути наблюдаем его предысторию. Но у меня есть теория, что Карим Кумбасар просто решил поведать свою историю жизни, где он под веществами устраивал беспредел. Идем по коридору и замечаем в углу снова эту швабру. Ловим очередной скример, после чего стартует кат-сцена, где все горит, а этот, как я понял, заяц снова кувыркается. Выбегаем из столовой и идем к обрыву, где нас скидывает в пустоту этот ушастый пидор. Снова меняется воспоминание, и мы уже в летнем лагере, и нашего персонажа не пускает к остальной компании возле костра, поэтому нужно разжечь костер войны самому. Собираем камни, затем палки и разжигаем костер. Посмотрев на луну, замечаем, как прилетает звезда, и после этого ложимся спать. Просыпаемся от звука молнии и замечаем силуэт девушки, за которым бежим вглубь леса, где натыкаемся на хижину, при заходе в которую двери за нами закрываются, и нам остается лишь найти способ выбраться. Я пробовал киркой сломать дверь, но успеха не имел. На самом деле нужно было отодвинуть этот матрас, после чего опуститься ниже, но я не записал этот фрагмент, а перепроходить игру я не собираюсь, пойдите вы нахуй. Спускаемся в пещеру, пройдя по которой игрок встретил свою мамашу, которая, приняв позу 67, убежала сквозь текстуру. Поднимаемся по корням на поверхность, после чего встречаем бабу на мостике, которая на удивление не начинает боли главного героя, а говорит, что сегодня охуительная погодка. После чего погода начала меняться, а с неба упала дверь с запиской. Прочитав ее, мы снова оказываемся в школе. Видим, что разрыв между моим коридором и коридором, где стоит баба, с пролога увеличился, но благо под ногами появляется мост, ведущий к ней. Но с каждым моим шагом она отдаляется. Затем она вообще испаряется и ложится в руки ушастому гондону, который ее уносит, а нам нужно следовать за ними. Заходим в актовый зал и садимся на место, после чего начинается выступление, где на Теда анонирует весь зал. А стоило выйти нашему чмошнику, так его все засмеяли, и тот убежал плакаться какой-то девке. После чего мы переносимся в шкаф, стоящий в комнате родителей. Видать, Кумбасар любил понаблюдать за тем, как его родители 10-го ребенка делали, но, учитывая родственную связь его родителей, выйдет такой же гений, как и сам Карим. Вылазим из шкафа и находим отмычку, у которой открываем тумбочку отца, в которой лежит пистолет, после чего ловим флешбэк, где батя учит нас стрелять по бутылкам. Но главный герой, судя по всему, решает поддержать мою теорию про инцест и не попадает ни разу. Видать, из-за очередных слов отца, что его сын долбоеб, нас накрывает, и нам приходится отстреливать Теда на фоне неба и стандартного сета Unity. Трип заканчивается, и оказывается, что мы смогли попасть в 3 из 6 бутылок. Батя нас хвалит, но затем спрашивает нас об оценках. Но главный герой дебил, за что батя сказал, что сегодня мы будем снова спать в хлеву. Не знаю, что в этом такого зазорного, вот он вообще в хлеву родился. Флэшбэк заканчивается, а мы, убрав следы, уходим. После чего нас, судя по происходящему, не слабо накрыло. Заходим в кабинет, который начинает наполняться водой, и после того, как вода накрыла нас, вместо того, чтобы задохнуться, начинается очередной флэшбэк, где батя старается научить нас рыбачить. Но, как мы знаем, наш персонаж дебил
забил, и у него ничего не выходит. Батя забирает удочку, а нам остается лишь смотреть свое ублюдское отражение, которое сменяется на ушастого пидора и затаскивает нас под воду, где нам нужно отбиться от него. Но главный герой и этого нормального сделать не может. Флэшбэк заканчивается, а ушастый упырь начинает вести урок. Садимся на наше место и начинается очередной флэшбэк, где в класс приходит новая ученица Эмма, которую садят возле нас, но вместо общения с женщиной я решил попробовать разобрать российский закон об авторских правах. Но понял, что это бессмысленно, ведь как и остальные законы РФ, он не работает. Урок заканчивается, и Эмма идет в столовку, но стоило начаться уроку, то к нам сразу подкатил Тед и сказал, что возле нас будет сидеть его подсос. Эмма охуела с подобного мува, но Тед сказал, что я чмо, который не хочет с ней сидеть. Поэтому нам не остается выбора, кроме как сидеть с подсосом Теда. Встаем из-за парты и, рыдая, идем к двери, за которой стоял ушастый хуесос и снова уложил меня с двоечки. Начинается рекап событий, и мы переносимся к началу, где нам игра раскрывает, что это все было лишь из-за приходом главного героя. Вот наркоман, сначала игры эти ваши, а потом за стволы берутся. Выходим из параши и вальяжной походкой Си-Джей идем мстить. На входе в клуб стояла приблуда Теда, которого мы кикаем из жизни, за что получаем ачивку «Дьявол». Вальяжно заваливаемся на пати и пускаем пулю в низкополигональную голову Теда. Ну и, конечно, за компанию убиваем тёлку. После чего бежим на крышу, на которой нас ждет это чмо ушастое. А сейчас, пожалуйста, сядьте, ведь оказывается, что ушастым пидором все время были мы сами. Застрелим самого себя, после чего мы буквально рассыпались. И нам показывают наше бездыханное тело, и наконец-то стартуют титры. Думаю, вы усвоили уроки и теперь знаете, что если вас булят, то стоит начать упарываться веществами, после чего подписаться на мой канал. Ладно, на сегодня хватит. Думаю, вам не понравилась первая часть рубрики огрызков Гринлайта. Следующее видео должно быть по 9-му Resident Evil, а я вас благодарю за просмотр и пока.